Атмосфера старого Таллина. Все утопает в цветах. Это же прям как с открыток, да? Вот про Таллин. Красавец Таллин. Особенно весной и летом. Море, корабли. А ландыши 5 евро букетик. Цветочная улица и очень много людей. Целая цветочная аллея, прям букеты. Здравствуйте, мои хорошие. Тере-тере мукалли ципрат. Вам всем тере из самого сердца Таллина, с дней старого города. В эти дни в Таллине, в старом городе, проходят дни старого города. Тавтология, но так есть. И мы сегодня с вами немножечко здесь потолкаемся, посмотрим. Я хочу вам просто передать эту атмосферу. Потрясающие цветы, конечно. Эти вот пионы 3,50. Вот, туристов море. И вот так выглядит сегодня башня. И вот это Вирутанав. Здесь очень много туристов. В основном это туристы, конечно. Кафе раскинулись. И вот в рамках Дней старого города миллион всяких разных концертов, экскурсий, мероприятий. Каждый найдет здесь себе по вкусу занятия. Но в основном вот это вот кафе, там сидят. Людей море. Но слышу только иностранную речь. Фотографируют вот это вот все. Старый город очень любят туристы. Мы, кстати, тоже я люблю вот местное, я очень люблю старый город. С картами, фотоаппаратами. Брусчатка здесь такая, поэтому подшатывает немножко. Ну, вам атмосферы. Пиво подтягивают, сидят. Между прочим, Хельсинки караоке-бар, и вот финны как раз сидят. Тоже витрина, с вами поглазеем. Вот сумочка Лондон 247 евро. Такая 167. Я так вот помолчу, как будто эффект присутствия, как будто вы сами там. Не там, а тут. $363 шлепанцы, 202 евро. Это саламандр до минус 50%. Обувь. Дворики вот эти обожаю. С кафе всякие. Давайте тоже походим.
Var mı? Onlar ufak bahçeler. Onlar mesela buralarda avluları olur. Атмосфера старого Таллина. Instagram. Ciao, Instagram. Чао, Инстаграм. Ну, почти попал. Почти Инстаграм. Красота, правда? Самая любимая, наверное, это Олд Ханза. Всеми туристами мы с вами там были. Пробовали все десерты, по-моему, да? Кто был со мной, тот помнит. И сейчас у всех на улице вот террасы. Вот эти, где можно сидеть на улице. Сейчас самое, конечно, не в помещении. Но, опять же, зависит от погоды. Здесь реставрация. Все в лесах. Как выглядывает солнышко. Сразу красиво. Здесь сувениры, янтарь. Мы с вами тоже уже смотрели. Это Олд Ханза, терраса летняя у них. Здесь орешки. По 5. Можно пробовать. А это мы с вами подходим уже к ратушной. Здание ратуши на пике клана Томас. Хранитель города, старый Томас. Пахнет корицей, как будто пиппаркоукит, орешками, миндалем. Дни старого города, очень много всяких мероприятий. Но мы с вами хоть просто атмосферу хочу вам показать. Это вот янтарь, серьги и прочие радости. Красивые вещи очень. Подвески. Композиция такая красивая. Узкие улочки. Смотрите, какие изделия из янтаря. Меховая, такое, как ожерелье, и там большой кусок янтаря. Красотища. Здесь ручная работа. Эстонская ручная работа. Касситы. Вот там все ручная работа. Давайте с вами на ратушную сходим. Здесь разбит уже сад. Вот они любят это, скамеечки, деревья ставят. Летом здесь можно хорошо посидеть. Здание ратуши было реставрировано. Фасад. Уже сняли все эти леса.
А это летние террасы от ресторанчиков, которые находятся на Ратушной. Дикай район, Тройка, русский ресторан, еще. И, в общем, такими вот террасами здесь можно сидеть, пить, есть. И вы посмотрите, сколько цветов. Я что зависла, цветов сколько на террасах на этих. Все утопает в цветах. И пахнет, знаете, пахнет. А здесь можно сидеть. На Ратушной прям тепло. Самая старинная аптека, самая короткая улица, переулочек там. Ну, в общем, кто ходит со мной давно, то, конечно, все это знает. Ну, здесь ресторан Вана Томас, тоже летние террасы. И вот сейчас такой здесь, как летний сад. А совсем недавно здесь была еще елка и ярмарка, помните, да? Теперь здесь вот отдыхают люди. Можно на качелях, посидеть можно. И все в зелени. Людей очень много здесь вот. В Вана Томасе много. Немножко хотелось вам вот атмосферы в дни старого города показать. По ценам, наверное, особо не скажу. Айта? Нет, спасибо. И по ценам, да, ну, цен я здесь так не вижу. Кофе я бы с удовольствием. Да, спасибо. По ценам, конечно. Фу, этот кофе бы я, конечно, с удовольствием, но вечно надо снимать, айта. Какой тут посидишь? А надо бы. У меня все мечта прийти, вот так вот спокойно сесть, выпить кофе с вами вместе, конечно. И вот это вот. Все что-то надо куда-то. Все ограничено временем вечно. В общем, такие кафешки, сувенирные лавочки и магазины, рестораны, бутики с ручной вот работой или сувенирные, да, я уже сказала про сувенирные. Смотрите, каких только нету ресторанчиков, барчиков. Везде цены. Вот тут вот есть на нескольких языках эти цены и меню. Аудиогиды вот у людей, видите, висят. Красиво, конечно. Так, а это Майя Смок кафе. Посольство российское. И кафе Майя Смок. Шикарный кофе, марципан ручной работы. А это церковь Пюхавайму. Пюхавайму Кирик. В ней играет орган, очень красиво. Музыка прекрасная. Пахнет чем-то таким невыносимо вкусным. Да. Майя Смок — это там, где стеклянный потолок. Но мы с вами, не стеклянный, а зеркальный. Мы с вами тоже ходили. Это музей истории. Улица Пик. Да. Очень много людей. Ну вот так немножечко вам атмосфера. И вот кто в музей, кто куда.
Всяких мероприятий много. Лекций всяких. Люди просто гуляют и наслаждаются, конечно. Живая музыка, видите, в 9. Вот отсюда, смотрите, как красиво. Это же прям как с открыток, да? Вот про Таллин. А, так, цены, может быть, кому-то произвольный ресторан. Цены, всякие закуски по 8,90, по 9. Салаты по 16 евро, по 10, по 14. Основные блюда 17,50, 14, 18, 20. Сок стаканчик 3 евро. Пепси 3. Кофе 3. Капучино 3,80. Латте 4. Чай 4 евро. Пиво безалкогольное 6 евро. 350 миллилитров. Ну, такой небольшой, в общем, вам экскурс. Хотела сама пройти. Я люблю в дни старого города здесь прогуливаться. И вас, конечно, с собой возьму. Это продуктовый, там тоже всякие есть эстонские конфеты. Вот он такой больше заточен под эстонскую продукцию здесь. Ручной работы вязка, украшения. Все сувениры, сувениры. А вид какой красивый, да? И сколько туристов, и все вот с этими аудиогидами на груди слушают про наш город любимый. Вот еще один выход на Ратушный. Ратушный — это как солнышко, от нее вот лучики, разные улочки. Платье из льна. Тоже есть меревайк, янтарь. Не очень любят, когда в сувенирных магазинах снимаешь. Не разрешают почему-то. Вот тоже лен, сумки. Всякие разные тут скатерти, ну, все. Все такое натуральное, материалы натуральные, и ручная работа, снова янтарь. И начинается подъем на Выжгород. Мы сейчас в Нижнем городе с вами. А еще есть Верхний, где жила раньше знать. Давайте пройдемся. Здесь не очень, ну, далеко-недалеко. Давайте сходим. Давайте. Раз уж мы тут, правда? Здесь вот ворота закрывались на ночь. И тут была уже знать, жила наверху. Ворота, да, вот видите?
Называется Пикьялк. Улица есть Lyhikejalk, а есть Пикьялк. Пикьялк это как бы длинная нога, Lyhikejalk это короткая нога. Аромат сирени и цветущих кустов и деревьев. Ой. И тут же уличные художники. Картины про старый Таллин такие. Вот, поднялись с вами здесь Александра Невского, православный храм наш. Это уже Lyhikejalk, короткая нога. Это здание парламента розовое. А это Томкирик, Домский собор. Вот этот шпиль. А вот Томкирик, Домский собор. We have one new bottle also. А здесь недалеко есть смотровая. Сейчас давайте мы сходим. Здесь на Вышгороде вообще жарко. Там внизу и ветер как-то. А здесь прям жара. Здесь снова орешки, что-то попить и смотровая. Для меня она любимая. Именно вот это. А особенно я люблю ее весной, потому что здесь этот каштан цветет невероятно. Огромный. Играют здесь всегда гитары, свежевыжатые соки и вид. Апельсиновый сок, стаканчик 6 евро. Да. Здесь даже не подойдешь, как обычно. Смотрите, как красиво. Картинка, правда? Открытка Сталина. Красавец Сталин. Особенно весной и летом. Море, корабли. Старый город с высоты птичьего полета. Море туристов всегда здесь фотографируются.
好，下来。慢一点。 Красиво, правда? И там же сразу современный Таллин. 他们都做了冰了，我以为那造景色很好嘞。 Красотища, правда? Но здесь всегда все занято туристами. Поэтому нам иногда так вот чуть-чуть постоять хоть можно. Я в очереди стояла, чтобы здесь вам сказать привет отсюда, показать еще раз. А старый Таллин красавец. А в реальности, если повернуться спиной ко всей этой красоте, то здесь вот так. Так всегда. Это не только сегодня так. Здесь магазинчик Handmade опять. Вот такой, да. Здесь еще чайка должна быть. Стивен. Красавец такой. Чайк. А здесь улочка Том Рютли. Такое впечатление, что ты находишься здесь вообще один, где-то в сказке. Здесь вообще никого. Такие узкие улочки, да? Здорово, никого и тихо. Мы прям с вами в средневековье. Это вот шпиль Домского собора. Томкерик. А там уже опять туристы. Сейчас будет снова шумно. Красиво. Сегодняшнее видео это скорее эффект присутствия, а не какой-то там познавательный, информационный и так далее. Просто вот эффект присутствия. Я специально молчу, чтобы вы как будто тут. В национальных костюмах эстонских. Вот еще Александра Невского покажу вам с этой стороны. Величественный храм такой. А дальше там за углом сад датского короля. Ну, в общем, немножко так вот сама прошлась и хотела вам показать. Прибавьте сюда музыку средневековую и аромат свежесваренного кофе. И тогда точно атмосфера передается.
Мы с вами обратно спускаемся по Пик-Ялк, можно по Люхик-Ялк. Смотрите, как величественно просто все это. Ну вот мы и спустились с вами. Я в детстве очень любила это место, всегда подходила к этому козленку, олененку, и всегда его обнимала, потому что по легенде он сорвался вот с этой высоты и погиб здесь. Это одна из легенд, вот этот вот олененок. Мама мне всегда напоминала про эту легенду, я всегда к нему подходила. Да. Грустная такая история. Вот, а сейчас мы с вами перейдем на Торни-де-Веллек. Давайте пройдем мимо этого шикарнейшего огромного каштана, и там сквозь башню такие врата зайдем. Вы посмотрите, какое здесь все старинное. Обожаю это место. Вот эти как врата такие, да? Там наверху еще походить можно, потому что все эти башни. В общем, и мы с вами на Торни-де-Веллек. Да. Башенная площадь это в переводе. Я очень люблю тоже ее весной. Здесь цветет сакура, это вот пораньше. Потом вот сейчас цветут каштаны, сирень. А здесь в дни старого города тоже проходят разные концерты. Ну, мы были с вами много раз на всем здесь. Но так красиво. И птицы здесь. Хотела вас тоже сюда. Стараюсь сегодня молчать, чтобы передать вам атмосферу. Ой, надеюсь, что запахи я вам тоже передаю. Запах кофе вы чувствовали? Чувствовали? Ну, слава богу. А теперь сирень. А здесь уже зацветает и жасмин. Ой. А сирень? Ну, давайте нюхать скорее. Она еще не распустилась, но уже ароматы. Вот уже верхушка распустилась. Вот, и мы с вами на площади, Башенной площади. Сейчас вы поймете, почему Башенная, потому что там в рядочек стоят средневековые башни. Это очень красивый вид. И здесь в рамках старого города тоже разные концерты, мастер-классы. Чувствуете аромат? Вы посмотрите, как здесь все цветет, просто буйствуют деревья. Девочки на национальных. Игра на народных инструментах. Смотрите, как здесь все украшено чудесно. Башенная площадь. Посмотрите, сколько здесь башен окружают эту площадь.
А мастер-классы разные. Изделия. Нет, здесь, наверное, все мастер-классы. Кто чего, чему учит. Сумочки делают, пояса национальные делают. Из дерева изделия. Бисером расшивать. А здесь расписание этих дней старого города. Что, где, когда. Ах, боже, ну разве это не красота? Просто буйство, цветение. Как красиво. Невероятно. Ой. Ах. А сейчас я буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Надеюсь, я передала вам немножечко атмосферы старого города сегодня. Поменьше болтовни моей. И вы просто походили, побродили по этим улочкам, послушали звуки, атмосферу птичек. Немножко меня. До следующего видео. Я всех вас каллистан, калли, как говорят эстонцы, калли. Обнимаю, обнимаю. И до следующего видео. Встретимся скоро снова. Я тайга каллистан. Что такое? Каштан. Розовый каштан. Вы когда-нибудь видели такую красоту? Розовый каштан. Или что это? Так похож на каштан.